привет, ребята! Всем привет, это Даня, это Ваня и Михаил. Как вас по батюшке? Алексеевич. Михаил Алексеевич? Михаил Алексеевич. Не знал даже. Мы собрались здесь, чтобы обсудить самые свежие новости в мире Counter-Strike. И Данина альтер-эго новая. Да, здравствуйте, сегодня я Даня Амстердам. Я буду участвовать в вашей программе. Даня Кожанчик. Кожанчик. Ты можешь продемонстрировать свои глаза? Кожвещь. Я переживаю. Я скажу, что Продемонстрируй глаза полностью трезвые. Камеру наведите на него, да? Пожалуйста, посмотрите. Вот. Крупным Все планом нормально. возьмите, пожалуйста. Все нормально. В этой кепке я выигрывал мейджор. Поэтому КПКС-GO. Поэтому все хорошо. Я с вами, друзья, работаем. Я просто немножко Амстердам. Молния Зевса. Да. Приступим к обсуждению самых актуальных событий, которые прошли в субботу и воскресенье. Закончилась групповая стадия турнира Ice Challenge, на котором дебютировал новый игрок в составе нашей любимой команды Na'Vi — Перфекто. Вот как вы оцениваете его выступление? Влился ли он в коллектив? Как у него удалось вообще показать ли перформанс крутой? К доске. Хочется сказать, что Перфекто влился в команду Na'Vi. И команда Na'Vi выиграли два Влилась уверенных Перфекто. матча. Он к ним подошел, да? Он подошел со всех сторон. Сзади, спереди и сбоку. С 4. Ты четвертый. Не знаю, снизу. Сначала нет. Сначала с левого бока, потом справа он подошел. Короче, а Na'Vi послушали, смотрели ли они первый выпуск Кибершоу, где были грамотные рекомендации от вас, Михаил? Они все на снайпере? сделали, как мы их просили. Саня на снайпере, короче, взяли себе... Пиханули. Перфекто теперь опорник. И на Б. Или упорник. И Бумыч четко с Эликом вообще играют, нереально, красавчики. Хотел бы Круто всё похлопать, но мутят. пацаны не поддерживают. Давай похлопаем, да? Вот, болеем за команду Na'Vi, верим, что может выиграть она на этом турнире. Но будет сложно с маузами. Но Маузы туда еще не прошли до финала, И Na'Vi тоже. но Na'Vi уже близки. Ну, так какие тяжелые прогнозы мы все делаем, да? Virtus.pro G, скорее всего, выиграет Virtus.pro. OG провалились. OG В команде провалились. Гацент играет Майки Лели. Там Мы есть недавно узнали это. OG провалились против команды Na'Vi полностью. Полностью. Электроника можно отметить в очередной раз. Перфекто хорошо держит Б. И, в принципе, хорошо себя проявил в этих матчах. Ну и не только в школе, тоже хорошо. Да как этот прикол? Как этот чувак говорит? Доминируй меня полностью или нет? Или как? Ломай меня. Ломай меня полностью. Да, И да. шо? Это OG вышли с таким лозунгом. Ломай меня Ну, полностью. Na'Vi их ломали, душили, задушили. Кошары. Ну, если что, это мы, пацаны, с вами, все классно. Даня Амстердам. Глаза не убитые. Если А то что, у скажут, Дани сильно болит зуб, ему почистили 6 каналов. Дань, давай СТС, обсудим, ладно. ТНТ, Это YouTube. все херня, как бы все. это вступление. Сейчас Да, будет просто серьезный вступление. разговор. Скажи, пожалуйста, правда ли последние новости передавали? Ну, говори, допустим. Короче, что ты выходил на связь с Золотаревым. Он еще думал, как бы записать специальный опять звонит мне, подкаст. он Ну, и пытался втулить своего игрока из просто команде Na'Vi. Короче, ты реально пытался им доказать, что именно вот у тебя, если они купят, у них дело пойдет. Я скажу честно. Был такой у вас? Я скажу Вот честно. реально, В зуб начале, красавчик. в начале речь шла не об игроке, а о другой кандидатуре, которая сидит тут рядом. То есть Да, продать хотел? я хотел продаться, блядь. Нет, я думал, может быть, вернуться. Но у меня было условие. Райдер. Это даже не райдер, просто я понимал, что ананасы если я буду чтоб возвращаться, то только капитаном. Но тогда появляется это очень неожиданно. конфликт интересов с Бумычем. Потому что он там уже занял полностью эту роль. То есть мы это обсуждали. Он приземлился на этот стул и уже не стал. Я бы тебе сказал, что он в А с нем Бумычем- сел, с Бумычем в сумо надо сел просто. уверенно. в И нем. отказали, да? Был отказ. После этого ты начал тулить кого-то уже. так Дальше я понимаю, начал я предлагать уже на место не капитана, а игрока. Да, кого? Опять-таки, кого? Не могу сказать. Сколько ты хотел денег и на что ты хотел их потратить, ты можешь признаться. Знаешь, кого я предлагал на игрока? Юру Марика. Я прилетел специально с Амстика
хотел сделать эту сделку и улететь обратно. Скажу честно. Ты остался здесь с нами, потому что тебе денег-то не дали, да? Я здесь с вами снимаю этот выпуск, потому что игрока так и не взяли. Но, кстати, шутки шутками, а я вчера зашел на ХЛТВ. Сегодня команда Про-100 находится на 31-й строчке рейтинга, и мы очень сильно хотим попасть в тридцатку, у нас впереди много планов, но мы никак не можем собраться на буткемп, потому что проблемы с документами. Это чтобы все знали, что происходит. В двух словах, раз уже затронули эту важную тему. Очень Про-100. интересно. И я знаю, что всем очень интересно, что как же собирается академия. В двух словах, Миша, может искать, потому что ты у нас управляешь, Это занимаешься. вообще тема горячая. Да Это чё, не наверное, горячая мне- тема, но люди в прошлом видео смотрели, спрашивали, так что, где, как. Ночи не спят, спрашивают, как, где. Ребят, правда, я уже просматриваю определенных игроков, и также пришло мне очень много писем на мой имейл, я начну на днях их разгребать. Но О том, как дела, это... Ну, их там так много, как бы, что всем ответить я, наверное, не смогу. Получается, ты их смотришь? Да, мы собираемся, играем просто, товарищи. Играем в мафию. Дома, PlayStation сидим, катаем. Короче. Мы собираемся в TeamSpeak, я рассказываю Короче, движ истории. нормальный, можно. Академия движется Набирайте нормально. Мишу. Последние пару недель я реально хорошо тушу, как бы. Поэтому, кто хочет ко мне Подтягивайтесь, присоединиться, да, тушу присоединяйтесь, леса, да. Ребят, Но- а если серьезно, мы оставим мейл, да? Да, email мы уже один раз оставили, там столько писем пришло, что я потом не могу... Да, сколько? Число конкретно. Да, больше, Получается, сколько? больше 100 писем, больше 100. Да, я думал 1000. Что тоже такое 100 подумал писем? сначала Это ни о 1000. чем. Ты сразу смотришь там на левел, на уровень. Ну, там же все люди там... Ладно, ребята, просто кто хочет в академию, не забывайте только... Блядь, не будьте лохами и не оставляйте. Я маленький, мне 7 лет, но я хочу в академию, чтобы вот это писюнчики, вот это вот писюняшкиного Ладно, вот этого давай, не злодея. хватит. Не, ну чтобы этого не было. Давай, академия- Нормально, по-взрослому. Академия, об этом позже. Бум была. Вань, кстати, я знал, что тебя волновал очень один вопрос, Как но... мощно сидит человек за компом. Это понятно. Итак, Нави, волновал вопрос. если проходит Нави финал, то в час дня у них этот Нави. суперфинал, Нави в в финале. котором они сражаются непонятно с кем еще, ну, я думаю, с командой Mouse Sports. А после этого им в 17:30 надо быть уже на матче с Виталием. Ты откуда это? Ты точно уверен? 17:30? 17:30 точно уверен? А ты время видел? Ты заявленное. базаришь? Без 3 минут 17. А, им На 17:30, финал да. быстро. То есть будут быстро они ехать на таксишке, запрыгивать, подключаться. То есть они будут играть и там, и там. Как вы думаете, ребята, это может сказаться на их игре На с Виталити? транспортном логистическом маршруте. То есть, Я смотри, думаю, как если уже- серьезно, ребят, то это может повлиять на них Не, ну и это сыграть. повлияет, Но они базар. молодые все, ну наконец-то. Стариков нахуй. Слушай, ладно, один вопрос. Офф-топ. Мы про Counter-Strike Я говорим, думал, но акции Нави упадут в этот момент. акции уже у них упали. Понимаете, как последний раз, как упали акции, это Ну. вышел Золотарев. В официальном видео говорит, наши акции падают, короче. Но при этом, Это при всем, временно. при этом, при всем, почему? Кто их уронил? Уронила их команда Virtus.pro, которая тихонечко вышла за спиной на игрока Зайца. Ну, который это им мы очень знаем, нравился, да, который Золотарев. А вот тут сейчас ты что, разделились, реально? сейчас разделилось Какие мнение. Есть сейчас людей, которые считают, что ЦЕО Нави не должен был выходить на, ну, типа, записывать видео. Расскажите мне, я вообще не шарю. Ну, что за вообще, тема. лично мне выглядело, ну, как бы это видео немножко жалко, знаешь, с той позиции такой, что ребята, я мог бы продать Зайца и взять какие-то деньги, но меня так расстроили, обидели. Я вышел, как бы, рассказать про эту ситуацию, чтобы больше так не происходило. Мне кажется, на своих ошибках, а Нави допустили ошибку, это их же фейл Зайцев. То есть Заяц хотел уйти, и они понимали, что Заяц хотел уйти, им надо было Зайца этого аккуратненько контролировать. Сами они совершенно лоханулись. Не с этим пунктом. Жесткий, блин. Да какой жесткий. Но лоханулись, исправьте свою ошибку, возьмите деньги у Virtus.pro и больше не допускайте таких ошибок. Но я объясню, я объясню. Грамотно, Нет, на самом деле, с одной стороны, Миша прав, но я объясню с точки зрения, может быть, какой-то политической, да, то есть ситуация Данил следующая. Амстердамщик. Как Данил Амстердам вам расскажет, что когда ты ведешь переговоры, то, как правило, Лучше у тебя не должны бухать. быть какие-то рычаги. То есть у Золотарева были уже связаны руки перед Virtus.pro, потому что они нашли этот пункт в контракте, к нему придрались, они могли заплатить, но в переговорах у Золотарева не было аргументов, чтобы, скажем так, этот трансфер повышать, сумму повышать, чтобы, ну, то есть, потому что он изначально уже в проигрышной ситуации, а ситуация там такая, Вань, что Да. в контракте была допущена Что там ошибка. Ну, там не суть важно, там факт в том, что Заяц мог уйти по этому контракту бесплатно вообще.
И как это? Ну вот так допущена была ошибка. И у Золотарева... Серьезно? Так это ж вообще... Ну, и Золотарев говорит о том, что в принципе, ну, он на самом деле его тоже можно понять, то, что в СНГ, в принципе, все организации пытаются договариваться между собой не на контрактах, да, давить А на там, слова. а в первую очередь По-братски, искать да, человеческий фактор. Это не профессионально. Это, скорее всего, Это наверное, не может быть не профессионально, я А как не все знаю. это но- завершилось в итоге? Завершилось все то, что Virtus.pro могли дать какие-то деньги, небольшие, скорее всего. Ты Нави не афишировал. Если бы Нави не афишировали. Но Нави посчитали, что они эти деньги брать не хотят. То есть, потому что это небольшие деньги. Ну, речь идет, там, может, о 30 тысяч долларах, да, то есть это ни о чем. Но они теряют, но игрока, В мире доте, чтобы вы понимали, Я бы 30 тысяч согласился. это нормально. но есть, да, но есть Это не тракеры КС. 100-150 тысяч все равно есть в доте, да. то Есть кто? Да, ну, вот Золотой даже говорил, что Роджера они продавали, по-моему, за 150 тысяч по Virtus.pro, или покупали, по-моему, продавали. Короче, суть в том, что в итоге вот этого Заяц в итоге ушел бесплатно. И, ну, такая вот история произошла. Ну, как бы, на самом деле... Непоняточки вышли, На непоняточки. самом деле, я считаю, что все равно это был некрасивый поступок со стороны Virtus.pro игрока. Мое личное мнение. Я считаю, что они должны были не давить на вот эти вот моменты контракта, и что вот потому что по факту... А я еще объясню такой момент. Дали распечатанный контракт Зайцу, договорились с ним и сказали, ты ж подписываешь новый контракт. Он его подписал, согласился, что подписывает новый контракт. Но в этом контракте был пункт с прошлого контракта. Это самое важное сейчас ты Слушай, да, рассказываешь. с прошлого контракта остался один пункт, который они просто забыли убрать. Что типа он может... что он может... Кто не- вам доктор? Но он... Причем тут? Я тебе объясняю, что даже Заяц, когда подписывал этот контракт, он даже не знал, что там этот пункт есть. Они просто случайно, блядь, за всю историю Нави забыли этот пункт убрать, блядь. Да, я это понял. Вот. Я это понял. Потому что, ну, просто такой фейл произошел. Но, получается, Заяц подписал новый контракт, с тем самым согласился, что он будет играть с Нави. Ладно, мы эту тему давай не углубляться, короче. Я просто могу Такая сказать, очень неоднозначная тема. Я считаю, что... обмануть хочу. Ну, и, короче, в итоге я сторонник того, чтобы искать нормальный компромисс, искать человеческий фактор. Человеческий фактор, блядь. Я сторонник- Ищем человеческий фактор. Где? Короче, блядь. Человеческий фактор. Все. Все. Да, вырежите. Нахуй, вырежите человеческий убирайте фактор, нахуй. блядь. Просто я скажу, блядь, постарайтесь договариваться, блядь, а не вот это в жопу, блядь. Понимаешь? Me, myself, and I. At least give it a try. Давай подведем итоги. Нави играют круто по первым двум Проехали. матчам. Дальше. Проехали. Нави должны быть в финале. Проехали. Дальше. Мауспорс по логике должны быть в финале. А теперь Тормозим, Virtus.pro должны быть в полуфинале. Годится. Virtus.pro могут ли обыграть Нави и на каких картах? Покупаем. Продаю тебе. Сука, блядь, на каких картах? Можете ответить, как люди, блядь? Должен играть на каких Блядь, молния вам в жопу, блядь. Ладно, все, сдаемся, все. Следующий вопрос, следующий. Ну на быстрее, каких следующий. картах? Ну, Миша, ну ты, Значит, для Франце должен быть. пизжо. Позже. Кстати, Томато. есть еще такой нюанс, что Нави С нами? сегодня я пытался договориться. Нави Я сегодня пытался пытались использовать свои договориться. контакты, написал электронику, очень хотел, чтобы он вышел к нам в эфир прямо сейчас, не пизжо. И что он ответил? Он говорит, братан, не могу, у нас тренировка начинается в 2. Во сколько? 2 тренировка, 2 часа дня тренировка и заканчивается в 10. Это говорит о чем? Что люди серьезно Что настроились. люди очень серьезно подошли, Поняли, электроники что нужно ебашат, что- выиграть небольшой турнир для начала вот это. А в Хороший. свое время ты не мог заставить на такие тренировки приходить люди. Да ты что, какие тренировки? Мы так много тренировались в то время. Как бы ты как? Ты не мог Миша, заставить. Я помню, вопрос. тренировка. Да пошли, Миша, ну как? Миш, ну давай отдохнем. Нави у Мауспорс, ну, начало у Virtus.pro на каких картах А выиграть? мы это все обсуждали. Мы обсуждали это Братан. челлендж. Мы говорим о том, что по факту Нави круто, да? Перфекто занял точку Б, им этого не хватало. Бумыч бомбит. Поселился. Ну хорошо. Саня еще не набрал форму как снайпер, но Но у он него уже все впереди. физически Он уже молодой А не, ну игрок. Саня все равно жестко попадает, как всегда. Ну. Не, ну жестко попадает, но еще форму не набрал. такую, он же которую давно можно не брать. играл. Элик ебашит круче всех сейчас. Элик в жесткой форме. Ну все, как бы вот на этом мы остановились. Но ждем мы решающих матчей, надеюсь, что с Virtus.pro. Все, и переходим дальше.
А ключевая наша тема... Что? Бласт. Хорошо, поехали. Бласт, да. Ну, там реально зажгли пацаны из фейзов. Я когда смотрел вчера стримчики, вчера и позавчера, они за каждый... Во-первых, они попадали в такие вещи. Вы видели, что там творились? Индивидуалочка там. А ты Рейн в яме. Вообще нереально. 5 ебасосов. Ника на мидле, помнишь? Колдзера на Б 2 раза. Да блядь, это один. просто пипец. Вот реально, они попадали в такие вещи, которые некоторые в зале турнир люди не А попадают. ты, я помню, Мне кажется, попадал вообще такие. Колдзера Видел, вернулся. как они это- заряжены были эмоционально? Они ржали. Да, блядь, всегда такие, yes! Вот хочу по поводу фейзов поговорить. Смотри, знаете, какой прикол? Какой? Я услышал, и, возможно, это Электроник. очень серьезная тема. Ну. Что А ты подслушивал? у ребят из Face Давайте по команды факту. да, спросили следующее. Как вы готовились, что вы поменяли, как вы работали? То есть 31 вы- на 1 буткэмп. Они поставили Они броки на говорят, после снайпера. того, как Ника вышел из запоя, мы его долго возвращали, короче, ну мы можем Ника, это... привет. Они говорят, мы подумали на тему... Поехали, искали его везде, короче, там, в Сараево. Он пришел к ним, а Ника... Нашли на Мираже, И на Ника как лавочке, блядь, в капитан, окно запрыгивал. Ника как капитан, он пришел, поставил пляжку пива и говорит, ребята, я понял, в чем наша проблема. Мы до хера грустим на этих тренировках, мы не можем в игре веселиться. Давайте а нам нужно играть и бухать! повеселиться. И Ни вообще, одному бухать задолбало уже. их концепция была Неделю. следующая. Веселиться. На одной волне надо. На одной волне веселиться каждый матч, неважно, Как мы тренировка, всегда мечтали. игра. Да, мы так и хотели. Мы, в принципе, к этому и шли. Вот так где-то и делали. Даня постоянно приходил к нам на тренировку и говорит, я знаю, как выиграть мажор. Мы все, подожди. Пляжка пива. да. Нет, да. Я просто там это была пивас, кто-то ставит, а у меня сразу тяжелая артиллерия была, понимаешь? Ну, Да, опять же, чаще это- всего, конечно, к концу тренировочки было уже так себе, сил мало, но... Силы в начале в начале отлично. бывало, и их тоже не было. Не, ну опять же, это Blast, и Фейзы лучшая команда в Бласта? истории Бласта. То есть лучшая. Да ладно, просто. вообще, лучшая Бласта Лучшая в команда истории Бласта. Ну только Астралис у них выцарапали кубок. Коготочками? Главный кубок. А Бласт вообще... их- Слышишь, ты мне Ну, скажи, круто, ты мне пацаны, ну, скажи, круто, реально. да, но на самом Приятно деле, смотреть. они не говорили, сколько они тренировались конкретно Фейзы? Фейзы говорили, что они... я Они, слышал. во-первых, еще тренироваться начали. 2 недели они тренировались. А, то есть Я до слышал. этого они грустили и не Да, до тренировались, этого они приходили грустные, сели, Я отыграли. смотрел, говорят, короче, выходил Нитро после матча, и после матчевого интервью ему говорят, слушай, Нитро, ну вот как бы твои пацаны приехали тренироваться, и вот мы знаем из соцсетей, что вы только 14-го начали тренироваться, типа. 14 числа, получается. Говорит, как ты считаешь, может быть, это маловато, потому что, судя по всему, вы потеряли форму? Он такой, мы разбиты. Он вообще красавчик, держался хорошо в интервью, нормально. Говорит, ну, мы разбиты, это не наш день, мы сегодня что-то там не чувствовали ничего. Ну, через день их тоже так же штампанули, и все. Мне же уже, да. Ребята, Вот как 14 числа собираться после новогодних праздников? я могу сказать, Я друзья... хочу по КСу, можно сказать? Скажи, блядь. Ну просто вот я не знаю, попадет у нас в шоу, в наше шоу заставочка про КС, но хотелось бы, чтобы сейчас вот прям демонстрировали, там потом ставили режиссеры, такой квадрат, как бы и там Малевича, обучение, давай. обучение для начинающих игроков, раунд Звоните. 4-2 из игры Face против Liquid на Инферно. Миша хочет да. отметить супер важный переломный момент. Да, Банан, переломный банан. момент. Вот для Ли- всех, кто хочет Расскажи, понимать Миша, ну ты КС, готовился, слушай. ты должен. Да, просто команда Liquid, просто она, вот мы можем, кстати, понять, почему у них такие проблемы. Они выиграли этот миллион, лям. Им выдали лям. Лям прямо, блядь, тебя поддернуло. Да, год назад Не, ты представь, Косарь только что упал. С чемоданчиками к тебе Приломил приходят. по голову. Слышь, чемоданчик каждому положили, короче, там лям лежит. Ты его открыл, как бы, желтый чемоданчик открыл, как бы, смотришь. На Казань и начинаешь Тикали. его Я тратить. думал, начинаешь- А тебе на Бласт позвали. И вот они приезжают. А там полтинник первое, да? Короче, какой приезжают на Бласт? Бласт, показываем. Инферно, на банане, на Бласт их позвали. Они думают, что на банане делать? Что 4-2? Они Только- косарь на банан, на, блядь! Кинули туда, я побежал, блядь. Туда они сразу десятку, да, и вот так десятку на банан. Короче, Сначала в этой игре мы на банане ради... вылетает Стюи на банан при счете 4-2 такой, а там с форсиком люди 2 молика кинули. Он не понял, откуда молики, короче, на банане. Раз, Да сгорели. откуда бабки, блядь? Следующий малыш у него такой. У Я- кого вы, откуда не хавы? Бомжи, блядь, вонючие. Выбегает. Какие молики, нахуй? Весь в Гуччи такой, знаешь, проходит. В очках такой. Следующий мелач залетал. А потом, буквально следующий раунд, тоже из обучающей сферы, да, то есть это при счете уже 4-3. Команда Фейс набухалась и сделала засаду на Б. Сидят. все. Напухалась!
Не, ну они, Там в фонтане они не вода сидят, была на Б. Спокойно, спокойно. двое сидят набуханные на Б, ну, трое сидят на Б, набухались. Ника Былева А за- двое за на тремя. Инферно, лед и туда-сюда, пойти на Б, короче, тоже хотят на Б пойти, потому что там же бухают. всё движ нормально. там же, конечно, наливают. хочется. И в это время ликают, они тоже знали, где бухают, стягиваются туда вчетвером. Бабло есть, я обошляю. Твист Ну, такой. короче, по факту... Короче, суть в чем? Суть в чем? В том, что ловят игрока на А, и те, которые бухали на Б, они остаются на Б и сидят уже и сидят. Так Ну, вот, потому что до них медленная информация доходит. ну, суть в следующей. Если вы уже угадываете, ребят, то уже не стоит переживать, стягиваться обратно на А, бежать, думать, что там. У вас бухаловка на Б, ждите своего расклада, и вам, может, повезет. То есть лики туда зашли, и им пришлось... Б, красиво бесславно. Начали рассказываешь. пиздюлятины, блядь. А что А в целом с в целом с Liquid? Liquid можем включить игру на Даст. Я не знаю, смотрели ли вы предыдущий Даст, не последний, а Братан, предыдущий. вопрос, наверное, идет в том, что они выиграли лям когда? Уже давно. А ты Вот думаешь- именно, они больше ничего Слушай, не а ты выиграли. быстро лям бы пробухал? Ну, если был бы американцем, то, может быть, и быстро. Там цены повыше. Они приходилось на турниры все ездить, они уставали, как бы, а потом Ну, а начались сейчас, эти что, ну праздники. что-то они... Нет, Походу лям приехал. братан, на счет они зашел. были жестиками, а превратились в непонятно сейчас во что, в ликвид, в жидкость. Слушай, мне никогда... Жиденько Ну, что-то. во-первых, Да, жиденько. вот сейчас Что-то четко жиденько. просматривается такая ситуация. Ну, нету авика у них, ну, реально жесткого авика. Во всех командах топовых, ну, какой-то жесткий авик Что, есть. Броки топовый авик? Кто? Нитро был в свое время, но он не А может это быть встретились две стабильным. команды. Но авиком. Броки хотя бы выполняют свою роль. Слушай, ты помнишь, как Нитро хлобышкал, блядь, на оверпассе эйсы? Забыли? В прыжках, блядь, возле банка. Больше не хлобых. И хлобысят больше. А Там хлобысят, уже не лач, охлобысят. там зумом, там все. Я Давайте- думаю, давайте- Вот честно, вот хотите честно? Нет, я смотрел... пизди. Нет, вот если не честно, давай, ври, блин. Ну, давай уже, Вань, в своем репертуаре. Liquid по одному как-то начали играть. Я смотрю на Нафа, он уже даже ржет. Вот на маленькой камере он ржет от того, как они херово играют. Или от Так того, что у него они много очень бабок в прям- кармане. Стюри постоянно сидит, блядь, такой... Заебал. Чувак, они очень примитивно играют, как бы реально на Дасте. Отдаются Вот по я одному. просто говорю, вот этот Даст, который... Миша, что им тактически надо поработать? Давайте совет дадим Liquid и перейдем к следующей теме, да? Короче, Liquid. ну, если что, на Кикаем Барабашова Стюи, да, это совет жесткий. Кикать Закупиться. Стюи и брать жесткого снайпера. Ну, опять бы кикать кого-то. Ну, да пусть кикают, короче. ну что, Именно блядь. Стюи, ты А думаешь? ты знаешь, как они они наебашили нас целый год. Пусть кого-то кикнут. Не, ну так, нате, блядь, получайте, блядь. Хорошо, следующая тема у нас, Liquid, понятно, ну хотят его кикайте, фейзы. Во всем мире А давай как обсудим, вообще что связано? происходит. Тихо, фейзы молодцы. Не, вот У как нас связано? новая тема, блядь. Me, myself, and I. At least give it a try. Друзья, на самом деле мы говорим про там Counter-Strike, команды, но сейчас идет в мире глобальное Потепление, да? помимо того, что потеплее, да, кстати, у нас из-за этого субсидии снизили нашим На 2%. пенсионерам на 200-300 гривен, которые так минимум получали. Ну ладно, не будем углубляться в политику, но это бред. Речь идет о другом. О том, что Что это? есть Что это? коронавирус. Что за Как депутат Про собаку посоветовал говорил? собаку Ну это вообще, я в шоке. Ладно, не хочу туда Это лезть. глупость. Ребята, мозги включайте, пожалуйста, что вы несете. Вот есть коронавирус, да? А что включите, коли нету мозгов? Ну тогда ищите, найдите, пойдите их поищите, а потом приходите уже в депутаты, скажем так. У меня была такая история. Я на ночь смотрел себе, мне тоже стало интересно, что это за коронавирус, немножко запереживал. И на ночь как бы прослушал себе, знаешь, перед сном просто про Мне Даня коронавирус. недавно ссылку скинул. Два-три видео. я, правда, не Но это посмотрел. все были грустные видео про то, что все больше и больше заболевших, число смертности растет, как бы коронавирус захватывает. И мне снился ночью кошмар, сука, снился. Такой, снится сон. ну как бы реально, и мне уже из дому не хотелось выходить. Я проснулся, у меня первым делом, я там думаю, Тайлу тебя душат, блядь. побегу в магаз, как бы закуплюсь товаром, короче, на этот коронавирус, чтобы спрятаться. Ладно, это брат сон, Чтобы а мы не- говорим про реальность. Сон, конечно, интересно. Нет, так я в реале Так он хотел уже это проснулся, сделать. погнал в магаз, затарился спичками, гречкой, да? Ну, гречку думал брать. Спички, Что еще, гречка как в бы? таких Я ситуациях. просто готовлю Так, не очень, вот я думал просто... Ребята, Миша шансов если не не будет. без шуток, 18 тысяч по официальным данным заболевших, но на самом деле, я смотрел, там по статистике где-то минимум надо добавлять 25%, то есть это, грубо говоря, почти 25 тысяч. Потом официальных смертей 380, 350, Братан, 360 официальных. честно. Я думаю, там по 400. Ну, послушай, честно, нечестно. Ну как бы, ты знаешь, сколько людей каждый день погибает на дорогах, в А ты знаешь, автокатастрофах? сколько Китай Каждый день. инвестирует в экономику в свою, чтобы из-за этого вируса... Сколько? Ну, по официальным данным, 170 миллиардов долларов.
Пожертвований с Китая, там в основном это китайские компании, AliExpress, там много разных крупных ребят. Государство, что ли? Это не государство, а именно люди жертвовали, компании, $1,5 миллиарда. Смотри, То есть все это жестко. Давайте рассмотрим с нашей позиции. ну, мы говорим про киберспорт, как это может коснуться киберспорта? Я вот сразу могу сказать, как коснулось уже киберспорта. И Моу и Моу и Дося Дося, мы знаем. завернули обратно, короче, в Моу и Казахстан. Дося играли в Китай. У них, я причем был в Казахстане, общался с Моу, он рассказывал, что все круто, мы вот сейчас едем в Китай, все классно. И буквально в течение недели ребята отказываются дальше продлевать контракт или на данном этапе играть, потому что вот такая вот жопа. Но при этом вопрос еще в том, что если какой-то турнир и инвайты есть у китайских команд, да, допустим, у тех же там Тайлу, там, да, возьмем, там, к примеру, то вопрос, будут ли их туда пускать на этот турнир, этих Тайлу, или как это все будет выглядеть, я не пойму. Не, ну пока граница еще не закрыта, по-моему, из Китая можно лететь. Закрыта только область Я середины думаю, в что Китае. Тайлу сами не Ханьба у захотят нас все лететь. закрыто. А? Я думаю, что Тайлу сами не захотят лететь на турнир. Чего? Ты здоровый человек, ты не хочешь полететь. организаторов в неловкую ситуацию. Толерантыши. Но, тем не менее, ситуация на самом деле непростая, по факту, потому что если это будет разрастаться дальше, то это может коснуться напрямую киберспорта. Ну, в киберспорте еще, понимаешь, как это может коснуться. То есть, Элик ебубурит 17-5. Да-да. ну как? Да, Да, так что, я как бы, вот расскажу. вы Не сидите, бубурит. вы пришли пошпилить, короче, это собрание, там собралось много людей. И вы не знаете, ну, то есть человек, может быть, вам кажется абсолютно здоровым, у него же никак это не Вы понимаете, проявляется. что- Он пришел с вами поиграть. Да, лови. И коронавирусом бабах, Хорошая заразил. реакция. На тебя чихнул я. На чемпионате может быть один На него. зараженный, один человек, и нахуй заразит всех. Все целая- команду, всех организаторов. Целая популяция Не-не-не-не. топ-игроков Спокойно. может Не, просто знаешь, не, он может заразить заразиться. одного, тот второго, третьего, и пошла цепочка. Легко. Знаешь, будет как это, ESL-лига, Blast-лига, там 12 команд, 24 команды, и подлига в карантине, которая, там другие команды. Да, участвуют. знаешь, ты сидишь, а у тебя, допустим, китаец в команде, или китайская команда. Оп, пятеру тут не даешь. Это не хрен. Нет, а представляете по-другому, знаешь, другая история. Неожиданно, тьфу-тьфу-тьфу, вот я переключусь, чтобы такого никогда не произошло. Господи, прости. Но все лучшие игроки приехали на мажор, коронавирус их скосил. И они легли, мы возвращаемся. заболели и болеют. Никто не умирает, все здоровы, все поправятся, но потом, где-то через полгодика. И что происходит со сценой киберспорта? Кто будет играть? Кто станет новыми звездами? И на каком уровне будем мы смотреть? А я знаю, кто. Из Академии просто. Данила Козловский, не знаю кто. Наконец-то Джейсон Лейк продвинет свою комплексити. Кстати, я предлагаю вернуться к Бласту и обсудить группу Нави, которая уже очень скоро будет реально Blast, играть. Na'Vi, И рассказать, группа. как все будет. Хорошая темочка, Кто хочешь? Ты хочешь рассказать, как там все будет? Сука? Где Эй. бы все было? Это китайский был. А ебу я. Тихо, у меня уже крышняк. Ладно, тихо, Кто ребят. крышует? Кто тебя крышует? Кто крышенет? Ты рассказываешь про какую группу? Нави ты хочешь обсудить? Как они выступят? Не хочешь? Отстань! Ты будешь? Да. Расскажи. Нави, приехали на турнир. Значит, у Нави Blast. группа, пожалуйста, Виталити, Хоя, Комплекс. Комплекси, Хайр и Астралити, Хон. Смотри, маленькая ставочка. Джейсон Лейк. Джейсон Лейк, это который... Короче, самый крутой менеджер, Это который Ярослав задел... Озеров. Нет, Джейсон Лейк. Менеджер комплекс. Если на этом турнире они выступят неудачно, я предлагаю звонить нам и вот эти все большие зарплаты нести как бы к нам в студию. Мы ему поможем, мы продвинем комплекс. Не, ну ты чокнутый, походу, реально. Пусть передадут, ну как-то, пусть как сарафанное Я радио, как говорил брать угодно. воду без газа. Как угодно, Джейсон Лейк. Джейсон Лейк, я хочу пробиться. Знаете, вот как кто-то хочет пробиться в киберспорт, так я хочу к нему попасть и сказать ему, ковер. я знаю, как продвинуть Приходится комплекс, работать. привести. Ну только не могу Давай, объяснить это рассказывай, языком. рассказывай. Все очень просто. С учетом того, что Нави так Аня, показывают рецепт. хорошую игру, Потом с Виталий не они играют. Simple могут, Zulu. они могут спокойно обыграть команду Астралис, Да и что ты команду, говоришь, да что да, ты, и спокойно да. могут обыграть команду веришь, Виталити, но, А что тебе сказали? вот тут я не согласен. я поверю, Спокойно они не я поверю в команду Да что ты Виталити, рассказываешь? я поверю в команду Он говорит Виталити. спокойно обыграть. И я Ну, по команду, где, понимаешь, где спокойно? оно я Ты поверю в понимаешь, команду А чё он Астралис. тулит вообще? Он реально- Спокойно он что? и Астралис где?
Короче, я поверю в разные команды. Там две команды. А я верю в 3. Me, myself, and I. At least give it a try. И вот небольшая рекламная вставка, как бы так как я пробился сюда на это шоу, как бы спасибо, ребята, что взяли меня, как бы, да. Оп, давай пятерочку. Оп, оп, отбили. Мой телеграм-канал, ребят, небольшая реклама, но специально по этому поводу подписывайтесь на него, я вам дам небольшой расклад того, как будет все происходить у Нави в группе на Бласте. Сначала встретится Нави с Виталити. Они только играли финал, выиграли у Мау Спортс. Тут небольшой комментарий. Ладно, нахуй пошло, все, перепишем. Нет, не переписывай, говори. Нет. Переписываем, я оговорился, Да, я оговорился. Нави побеждает Мау Спортс, приезжает играть с Виталити, а там сидит Зиву. А Зиву же он получил первое место в мире. Вы сами знаете, это не МВП турнира, это МВП всего мира. Он жестко берет мышку в свои руки, да? То есть, ты понимаешь, до этого он играл спокойно, короче. Вы видели, он всегда сидит спокойно, убивает всех. А тут он уже жесткий идет, как бы лучший в мире. Немного улыбается. И, короче, ну да, вот он аккуратненько как бы так вот крутит. Повеселее. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Нави, короче, он обыгрывает. Нави В может. это время комплексити против Астралис. Там Девайс третий. Он так аккуратненько хлоп и прибил Астралис. Вот, и прибил Солянку? комплексити. Ну, просто развалился. Хоть сам, хоть с Дюпри. Ну, допустим. Хоть Зипекса позвал. Так может же произойти? Ну да, с Дипри ногой, с Дики без Финал группы. Виталити против... Виталити Астралис. Миш, ты так уверен? Но Зиву сидит. Сидит Зиву. Есть шансы против него? Нет. Виталити первое место. А в это время Нави тихонечко... Выиграют у комплексити. Да, ты угадал. Они выиграют у комплексити. И тут... Выходит комплексити главный тип, который их собрал, и начинает хуш, там уже бух. Старый, но Бомыч его съел. И все хорошо, все обошлось. И играет Прикинь, Астралис. сколько протеина. Ну, Играет Астралис против Нави. Немало и И жиров. как вы думаете, что произойдет там? Перфекто. Там-то он и включится. Перфекто прибивает Астралис. И, ребят, мой прогноз, вы не ошибетесь, поверьте. Виталити первое место. Перфекто выводит Нави из группы на втором месте. Астралис на корабли. Ты знаешь, что они собрались на корабле? и На готовятся? военном корабле, На да? военном корабле плывут к себе. что он знает? Откуда эта информация вообще? Что А ты он делаешь? шпион, блядь. Да мне кто-то ты мне рассказывал в прошлый раз, когда мы пытались заснять Тихо, видео. на Астралис перед началом года сели на корабль и поплыли. Прогноз такой. Миша в Телеграме вышел в свет и там дает расклад. Но его позвали случайно в шоу. Ищите Мишу в Телеграме. Ищите Мишу в Телеграме. Ребята, Миша в На Телеграме, самом блядь. деле, нет, последний инсайт. Завязывай, Последний завязывай. инсайт. Ну, последний что? Последний инсайт. Симпуль. Астралис. С Астралис. С Астралис? Связались. С Астралис? Спецслужбы. Отправились на корабль тренироваться. Они там тренировались. И они хотят в КС Они обыграли подзакончить. уже всех в мире Counter-Strike. Их, скорее всего, привлекут к серьезной операции, на которой они Понятно. поплывут на корабле. Не заходите в Мишин Телеграм, не Заходите в делайте мой этого. Телеграм, узнаете Это побольше. полная Это херня, блядь. Сори, блядь, ну давайте будем честными, реально. Ладно, розыгрыш, все, нахер. Все Телеграм понятно, удаляй. давайте. Ой, чау, блядь. Да где, давай. Я поймал. Оп, Вань, ты мышку. Оп. Ну, Вы шансы! пожалуйста, разыгрывайте. Хорошо. Партнеры от HyperX. Так, 2 приза. Друзья, 2 сразу, блин. Был 1. Супер-убер-мышь. Бласт. Ребят, смотрите. Ладно, объясню я, Стап Андрелов. Да попробуй. Смотри. Мышь тебе нужна? Стап Или Андрелов, ковер? объясняю. В группе, в которой играют Нави, в конце концов, последний матч будет десайдер. Забыть это с группы. Пиздёж! И в Нет, этом последний матч не матче- десайдер. Нет, десайдер Нет, последний. последний определяет первое-второе Вранье! место. Предпоследний. А, да? А я говорил! Я говорил! Вранье, блядь, кругом! Вань, ты обманываешь нас постоянно. Ворота закрой! Ну, значит, Вранье, ёбан. Ну, и в этом предпоследнем матче, в котором в теории может сыграть любая из 4 команд, Победитель, любых. проигравший виннерского матча и победитель лузерского матча Короче, сходятся в есть 20 десайдер. игроков в группе. Ты просто выбери одного там самого лучшего и одного там самого худшего. И который всё. будет играть десайдер матч. Который будет играть десайдер матч. Короче, из комплексити не Худший выбираем. получит всё. ковер!
Но это тоже не херово. А, То есть да, ты не будешь худшим Не старик. выбирайте комплект. Игроков в комплекте типа, не Лучше выбирайте. получит Потому мышь. что они хер знает, когда Но будут ты ни играть. хера не лучше. Это игрок будет лучше. Тем не менее, удачи Все вам понятно, всем. согласитесь. Ну, в общем, чисто, ну, конечно. Ладно, подписывайтесь. Лайки, Подписывайтесь, сука, да, поставьте, лайки. напишите комменты, подпишитесь на канал и сделайте нам И хотя бы подпишитесь пару задание сотен завтра на тысяч улице. просмотров. Мы старались. Кстати, выпуск без рекламы для вас. Удачи. Me, myself, and I. At least give it a try. Oh. Привет всем. Да. Говори. Я просто хотел помахать. Я хотел привет. Миш, что ты происходит с тобой? Я просто хотел передать привет маме, папе. Вот именно в этом выпуске, сука, я хотел появиться. Я думал, что мне дадут Посади его слово. на ведущего, блин. Он активный сегодня. Пусть он ведущим будет. Я Да, ведущий здесь должен Да, вы садитесь, ведущий. Не-не-не, я не хочу быть ведущим. Нет, я перейду. Я хотел в камеру, говорит, помахать. Ладно, давай, запускаем. Давай. Давай, говори, передавай. Смотри, Пожалуйста, сейчас. ставь это в конце. Смотри, Ваня, заново, все. Ты будешь приветствие говорить? или нет? Буду, я просто думал, ты хочешь. Не, я уже помахал. Ребята, у нас времени так много. Поехали.